Чувствуешь, чем пахнет? Это уже третья серия по анимациям. Сегодня будем делать AIM Offset. Он довольно специфический, да и не особо нам нужен, но и пройти мимо нельзя. Он чем-то похож на Blend Space, но работает с аддитивными анимациями. Для начала создадим анимацию прицеливания. Нам нужны только положения по центру, сверху и снизу. Боковые не нужны, так как мы включим режим камеры, когда персонаж всегда к нам спиной. Используем уже знакомый прием. Становимся в нулевой кадр, ставим персонажа в нужную позу и копируем ключ в последний кадр. Экшон начинается сходу, потому что надо уже заканчивать с анимациями. Создаем главного виновника и открываем его. Да, это тот же самый Blend Space. Называем вертикальную ось Pitch. Пытаемся вставить созданные анимации прицеливания, а они не вставляются. Черная магия какая-то. Он хочет аддитивные анимации. Тогда давайте сделаем это. Открываем анимации прицеливания и делаем их аддитивными. Выбираем Mesh Space, затем Selected Animation Frame, после выбираем центральную анимацию. Это нужно проделать во всех анимациях прицеливания. Аддитивная анимация отличается от обычной тем, что она хранит только смещение, разницу или дельту, кому что больше нравится, между текущей анимацией и той, что мы укажем слева снизу. Применяется для прицеливания от третьего лица, поворачивания головы, чтобы осмотреться, или когда персонаж получает урон, он немного дергается. Вот что-то из этой области. Возвращаемся в AIM Offset, и теперь мы можем добавить анимации. Но вот незадача. Персонаж куда-то пропал. Опять какая-то черная магия. А нет. Все дело в том, что в качестве базовой позы слева снизу мы указали аддитивную анимацию, а надо обычную. Тут можно было догадаться, потому что мы ссылали анимацию саму на себя. Копируем анимацию центра и выключаем аддитивность. Тут же мы можем оптимизировать анимацию, удалив лишние кадры, потому что нам нужен всего один кадр. Возвращаемся в аддитивные анимации и меняем базовую анимацию слева снизу на ту, что только что создали. Проверим AIM Offset. Теперь все работает красиво. Переходим в анимационный граф и думаем, куда его логичнее всего вставить. Логичнее всего его вставить до руки, чтобы во время прицеливания персонаж все еще мог вытягивать руку на кнопку E. Хорошо, вставили. По аналогии с Blend Space нужно как-то рассчитать pitch. Создадим переменную под это дело. Pitch будет задавать высоту рук при прицеливании. У нас есть такая штука, как Get Control Rotation. Используется нечасто. Допустим, мы уже научились работать с векторами. Но что делать с поворотом? Посмотрите на свою голову. У нее ведь тоже есть какой-то поворот в пространстве. И из него можно получить вектор направления взгляда. Так вот, чтобы получить этот вектор, есть функция getForwardVector. Мы уже пользовались похожей функцией ранее. Ну и по классике давайте посмотрим на этот вектор. Он нормализованный, поэтому домножаем на 100. Проверяем. Он смотрит туда же, куда и камера. То, что нам надо. Сравнивать его будем с вектором, который тупо направлен вверх. Пользуемся скалярным произведением векторов. В z указываем 1. Проверяем. Смотрим вниз -1. Смотрим вверх 1. Красотища-то какая. Теперь нужно исправить диапазон значений в AIM Offset, и это очень противная часть. Укажем значение для pitch от -1 до 1. Не получилось. Это потому, что включена привязка к сетке. Выключаем. Записываем -1 и 1. Все ломается. Просто очищаем весь граф и добавляем аддитивные анимации снова. Это самый простой путь. Ну и не забываем обратно включить привязку к сетке. Столько танцев, чтобы просто поменять диапазон. В любом случае дело сделано. У нас уже все подключено, поэтому можно проверять. Не работает. Все-таки не все подключено. Подключаем забытый pitch. И все работает. Рука хоть и дрыгается, но делает это как-то неохотно.
поэтому дадим естимуа, домножив на 2. Хорошо, аддитивная анимация работает, но персонаж сейчас не в той позе, из-за чего это все выглядит странно. Добавим в граф нашу обычную анимацию прицеливания, которая не аддитивная, и будем думать, как ее подключить. Подключим ее до aim offset с помощью уже знакомой нам ноды WhereAtBound. Но в этот раз арендуем обе руки. Теперь у нас анимация прицеливания на постоянку. Проверяем. Работает. Отключаем пока нашего Франкенштейна. Нам нужна кнопка. Важная кнопка. Кнопка прицеливания. Ничего нового. Привязываем действие к ПКМ. Первым делом проверяем, что она работает. Работает. Нам нужно отслеживать события нажатия, чтобы прицеливаться, и отжатия, чтобы прекращать целиться. Поэтому проверяем, как работает Started и Completed. Они подходят нам идеально. Создадим флажок, по которому анимация будет знать, что мы целимся. Наш класс CBP Girl. Он наследуется от класса Character, который в свою очередь наследуется от класса Pawn и так далее. Это значит, что наш класс является всеми этими классами сразу и может принять вид любого из них. То есть, если наш класс CBP Girl принял вид класса Pawn, тогда мы будем ограничены только теми переменными и функциями, которые доступны в классе Pawn. И если посмотреть на анимационный граф, то мы получаем владельца как раз в виде класса Pawn. Соответственно, он не знает о переменной BAIM. Поэтому нам надо принять вид нашего собственного класса, то есть привестись к классу CBP Girl. Это делается с помощью каста. Очень важная нода. Прямо очень важная. Каст относительно тяжелый, поэтому с ним нужно быть аккуратней. Событие Update Animation срабатывает каждый тик анимации, допустим 60 раз в секунду, поэтому в него добавлять нельзя. В этом графе есть и другое событие, которое срабатывает в начале один раз. Оно называется Initialize Animation. Используется почти всегда, поэтому стоит запомнить. Каст возвращает нашего персонажа в виде CBP Girl, поэтому записываем его в переменную. Теперь мы можем заменить try_get_pawn_owner на нашу переменную, и никаких проблем с этим не будет. Теперь у нас все карты на руках. Можно доделывать aim offset. У нас уже готова анимация, где персонаж постоянно целится. Теперь в зависимости от флажка BAIM нужно переключаться между старым перемещением и этой конструкцией. Для этого есть нода Blend Poses by Bull. Использую ее второй или третий раз в жизни. Когда целимся – верхняя конструкция. Когда не целимся – стандартное перемещение. Сохраним эту анимацию в новую переменную. AIM Movement Pose. Снизу тоже нужно обновить. Проверяем. Работает. Но резко. Кнопка действия E работает отлично. Повышаем время смешивания, чтобы анимации были не такими резкими. Вот теперь то, что надо. Надо бы рассказать вам немного сказок про функции, но только немного. Создадим какой-нибудь эктор для теста и выкинем его на сцену. Было у отца 3 сына. Первый – событие или event, вторая функция, скорее дочь, и третий – это макрос. На самом деле есть и четвертый, но о нем мы попозже поговорим. Он внебрачный. Создадим их все и посмотрим их особенности. Событие можно создать через ноду Custom Event. Оно находится на том же графе, что и BeginPlay. Соответственно, оно, как и BeginPlay, ничем особо не ограничено. Добавим вызов нашего события в BeginPlay для теста. Создадим функцию и также вызовем ее из BeginPlay. Как видите, ноды абсолютно одинаковые. Давайте создадим FuMacros. Пытаемся добавить его, а его нет. Это потому, что по умолчанию он пустой. В нем нет даже исполнительных пинов. Поэтому добавим в inputs один исполнительный пин. Теперь он вызывается.
Давайте добавим соответствующий print-string в каждый из них и посмотрим, что получится. Все сработали одинаково, то есть простую логику они выполняют без каких-либо проблем. Давайте отнаследуемся от нашего класса и попробуем вызвать их повторно. Событие добавилось без проблем. Функция добавилась без проблем. Макрос добавил, а где макрос? А третий братишка где-то потерялся. Ну потерялся и потерялся, нам же проще. Мы можем переопределить и событие, и функцию, то есть переписать логику, которая была в родителе. Давайте переопределим событие и выведем строку New Event. И ничего не сработало, потому что на сцене у нас родитель, а не потомок. Удаляем родителя со сцены и добавляем потомка. Проверяем и видим, что вся логика родителя осталась прежней. Выводится 3 сообщения. Но сообщение события поменялось, потому что мы его переопределили. Нам не обязательно отказываться от логики родителя, мы также можем добавить и ее. Таким образом, мы будем выводить сразу 2 сообщения от события. Одно от родителя, другое от потомка. Если обратить внимание на BeginPlay, то у него тоже есть вызов parent BeginPlay. Именно там мы и вызывали события, функцию и макрос. Давайте переопределим функцию и просто откажемся от родительской логики. Проверяем. Функция больше не выдает нам сообщение. Потомок нам больше не нужен, удаляем его. А родителя возвращаем. Точнее уже не родителя. Мы же только что уничтожили его потомка. Итак, что по итогу? Макросы – полная хрень. Забудьте и не вспоминайте. Есть готовые макросы, вот они крутые, но вы ими и так пользуетесь, не задумываясь. Если видите часики, то нода как-то играет со временем. События могут легко с ними работать. Например, Delay. Очень полезная нода. Выполняет логику справа с указанной задержкой. Поставим время побольше для теста. Скопируем ноду на Ctrl-C и попробуем вставить ее в функцию на Ctrl-V. Нода не вставилась, потому что функции не любят ноды, которые играют со временем. Это первое различие. Функция может возвращать значения, а события так не умеют. Это второе различие. У функций есть категории, их можно красиво группировать. У событий указать категорию нельзя. Это третье различие. Функции могут использовать локальные переменные и получать входные параметры без вытягивания сопли, поэтому если требуются большие расчеты, то функции для этого больше подходят. Если подытожить, то сложные расчеты нужно делать в функциях, а играть со временем в событиях. Во всех остальных случаях выбирайте то, что больше нравится. Ах да, были же еще какие-то бесполезные макросы. Не исключено, что это я их как-то неправильно использую. Возможно, нужно встать в какую-то определенную секретную позу, чтобы они работали. Но мне эту позу никто не показал. А те, что я перепробовал, не работают. Также мы можем добавить ключевое слово в Keywords. Я всегда всем функциям и событиям указываю куку для быстрого поиска. Это сильно упрощает жизнь. Вытягиваем соплю, пишем куку и видим только наши функции и события. Наденем шляпу фокусника и сделаем один фокус-покус. Для фокуса нам потребуется потомок. Можем поздравить наш тестовый класс, он снова стал родителем. В потомке мы переопределяем тестовую функцию. И на этом все. Теперь идем в родителя и удаляем эту функцию. Тут мы тоже закончили. Возвращаемся в потомка. Мы удалили функцию из родителя, но в наследнике она все еще осталась. Добавим ей входные и выходные параметры, после чего удалим их. Видим, что они не удаляются. Вот и весь фокус-покус, функция сломалась. Удаляем потомка, и наш класс снова перестает быть родителем. Как вы поняли, события и функции очень похожи, поэтому их можно конвертировать из события в функцию и наоборот. Ни разу не пользовался, но может кому-то будет полезно. На этом мы закончим. Пора вернуться к основному проекту. Открываем персонажа и ищем, кого бы зафункционировать. Подопытный найден. Это будет смена камеры. Создаем событие или функцию, разницы для нас нет, и называем switch camera mode. Скопировали, но теперь нам нужен входной флажок. Добавляем. Я назову его по-тупому block rotation. Подключаем функцию к BeginPlay, пока не забыли. Входной флажок тоже нужно не забыть подключить. Проверяем.
Флажок снят, работает правильно. Флажок стоит, работает правильно. Добавим ключевое слово «ку-ку», ну и категорию по возможности. Теперь подключим эту функцию к прицеливанию. Все-таки видео именно про это, если вы еще не забыли. Проверяем. Теперь во время прицеливания персонаж всегда повернут к нам спиной. Упростим немного конструкцию для большей элегантности. Все работает как и прежде. У нас была проблемка. Монтаж задумчивости у нас бесконечный и сбрасывается только другим монтажом на кнопку E. Что ж, давайте зафункционируем и это. Но для начала сгруппируем все инпуты, чтобы граф был почище. Создаем новую функцию или событие. Называем стоп-монтаж, хотя логичнее назвать стоп-синк-монтаж. Сразу добавляем ключевое слово «ку-ку» и категорию по возможности. И начинаем логически думать, как остановить монтаж. Где должна быть информация об анимации персонажа? Естественно, в скелетной сетке. Это же она делает анимацию. У компоненты скелетной сетки есть такая функция, как getAnimeInstance. Используется нечасто, скорее даже ситуативно. Она нам и нужна. Она возвращает нам какую-то информацию об анимациях. Вытягиваем из нее соплю и смотрим, что она может делать с монтажами. Находим монтаж стоп. Выглядит как то, что нам нужно. Выбираем. Поставим какое-нибудь время затухания, чтобы монтаж не прерывался резко. Сам монтаж пока указывать не будем. Посмотрим, как оно работает. Вызывать функцию будем при движении и при прыжке. Для события move можно засунуть не в triggered, а в started, чтобы функция вызывалась только один раз. Но для теста лучше пока оставить здесь. Проверяем. Теперь анимация задумчивости сбрасывается, но есть проблемка. Анимация на кнопку E тоже сбрасывается. Возвращаемся в функцию и указываем конкретный монтаж. Вот теперь все работает красиво. При прицеливании монтаж тоже нужно останавливать. Можно еще кое-какие условия добавить, но нам пока хватит. Мы закончили, проверяем какашки. Затем идем в гид и коммитимся. Надеюсь, что мы закончили с анимациями, и я ничего нового не придумаю, потому что текст я пишу сразу после футажей, и заранее не знаю, что будет в следующей серии.